Бали – это очень странное место. Вам кажется, что это такой остров, тут 10 миллионов людей, я тут растворился, ничего подобного. Есть такая штука, что на Бали нельзя строить планы. Ни один из тех проектов, которые я предполагал, здесь не то что не пошел, его даже не было смысла реализовывать. На все есть правила, которые нигде не прописаны, но все их знают. Если ты их не знаешь, ты виноват. Алоха, друзья! Мне всегда было интересно, что движет теми людьми, которые бросают свои офисы, свои дома, берут билет в один конец и переезжают куда-нибудь жить, просто-напросто эмигрируют. Как они приезжают, с чем они сталкиваются, какие трудности возникают, что их мотивирует не возвращаться домой. Именно в этом выпуске Андрей Буренок, ваш бывалый путешественник, взял 3 интервью у 3 переехавших с острова Бали, райского острова Бали. Это 3 абсолютно разных человека. В нашем выпуске будет Глеб, бизнесмен из Украины, Андрей, серфингист из России, и Сергей, ресторатор, тоже из России. Итак, в этом выпуске мы узнаем, что этими людьми двигало, когда они сюда переезжали, с чем они столкнулись. Ну и вообще, друзья, это мой самый длинный выпуск. Наберитесь терпения и с удовольствием смотрите. Будет очень много полезной для вас информации. Ну что, погнали знакомиться с этими ребятами. Кстати, фазанчики, смотри. Друзья, у меня в гостях Глеб, человек, которому буквально завтра исполнится 50 лет, который 4 года назад, я не знаю, наверное, бросил все. И точно так же, как и многие, переехал на остров Бали. Глеб, скажи, какая была причина? Ну, причина, потому что, во-первых, я Бали очень люблю, и это был бы не первый приезд на этот остров. Я не скажу, что это спонтанно, вот бросил все и уехал. В принципе, я об этом долго думал. Но, видимо, я достиг какой-то определенной черты в своей жизни, когда мне это стало необходимым. Ехал я сюда, как обычно, на месяц к друзьям, ну и здесь остался. Билет в один конец, но очень осознанный билет в один конец. Нет, я билеты не беру в один конец по одной простой причине, что брать 2 билета в 2 конца дешевле. Вот. Поэтому у меня всегда есть обратный билет. Вот, я никогда не сжигаю мосты. Ну, одним словом, если бы мне кто-то перед отъездом сказал, что я уезжаю сюда и здесь там зависну на 4 года, я точно бы не думал об этом. Слушай, ты когда ехал? Ты ехал на время а-ля, ну смотри, 4 года, сегодня у нас 2018, как раз 4 года назад там в Украине такие события, но, возможно, не располагающие остаться в стране. Это была одна из причин? Одна из причин, можно так сказать, потому что я занимался, до отъезда сюда, я занимался турами на мотоциклах, которые у меня были в первую очередь в Крыму, а потом второе это был Буковель. Вот. Соответственно, со всеми событиями, что в Украине произошли, мой бизнес даже не то, что резко сократился, он просто закончился, так как Крыма не осталось. Вот. А Буковель там очень короткий сезон, плюс к тому, что в 2014 году, когда произошла ситуация с Боингом, который сбили, у нас Украина попала в список стран опасных для иностранных граждан. Вот. Ну и туризм тоже вообще полностью в Украине остановился. Поэтому я с легкой душой и легкими карманами поехал на Бали, потому что, в принципе, терять мне было особо уже нечего. Ты все-таки по жизни предприниматель, любящий экстремальную жизнь. Правильно будет так сказать? Ну, мотоциклы все время присутствовали в моей жизни. Я занимался спортом, потом это переросло уже в бизнес. Соответственно, как бы это был в какой-то момент, это вообще был основной вид моей деятельности, основной вид заработка. Вот. И реально, опять же, приехав на Бали, я начал заниматься тем же самым. Я просто восстановил как бы свой бизнес-процесс на этой территории. Вот, потому что Индонезия – это вообще страна, где все ездят на мотоциклах. Здесь это все намного проще, здесь гораздо больше развита инфраструктура для такого рода деятельности. Вот. Здесь огромное количество прокат-центров с техникой, здесь нету таких больших проблем, как в Украине, с обслуживанием, с покупкой, с инвестированиями и так далее. То есть на самом деле климат для моего бизнеса и для той ниши, которой я занимал, здесь намного лучше. Вот. Поэтому мне не составило труда здесь все начать с нуля, как бы. Вот. И в принципе уже через 1,5 года все обороты и доходы от этого вида деятельности у меня здесь были гораздо выше, чем в Украине. Соответственно, вопрос возвращаться, не возвращаться отпал сам собой. Слушай, а чего Бали, почему не Таиланд, я не знаю, Сингапур, Шри-Ланка, еще других много стран в той же Азии? Мы можем присесть где-то здесь, посидеть немного. В первую очередь Бали, потому что здесь
Первый раз я Бали посетил в 2001 году, мне здесь очень понравилось. У меня здесь еще был опыт дайвинга, я долгое время занимался дайвингом и нырял здесь в разных местах. Бали вообще одно из самых лучших мест для этого вида. Дайвинга. Дайвинг здесь, он вообще уникален. Начнем с того, что тут 80% всей живности морской находится вот именно в этих водах океании. Дальше, здесь два океана, Тихий и Индийский. Здесь огромный выбор мест именно для погружений разного уровня сложности и так далее. Потому что вообще-то Индонезия – это страна, которая состоит из 17,5 или 18,5 тысяч островов. И если вы даже один день всего лишь будете проводить на каждом из островов, вам понадобится 46 лет вашей жизни для того, чтобы просто путешествовать по Индонезии. Еще это один из немаловажных факторов, почему все-таки Бали, почему Индонезия и почему я именно сюда приехал. Потому что это страна, за пределы которой ты не выезжаешь, можешь каждый день практически путешествовать и видеть что-то новое. Бали, конечно, это как бы центральное место из-за того, что здесь самая развитая инфраструктура, и она сориентирована на европейских людей. Другие острова, которые в Индонезии находятся, они абсолютно по-разному как развиты, так там абсолютно другие вообще принципы и жизни, и культуры, и климата в том числе. Бали здесь вот это вот остров людей, духов и богов. Здесь абсолютно уникальная вся культура, связанная с индуизмом, укладом жизни, именно вот какими-то человеческими взаимоотношениями тут внутри этого острова. В Индонезии очень сильно развит внутренний туризм. Индонезия сама по себе страна, где практически чуть ли не 300 миллионов населения. То есть это огромный внутренний рынок, который сам на себя работает. Вот. И большую часть, львиная доля этих туристов, это местные. Это местные туристы, которые приезжают из Явы, они едут на Бали, с Суматры, с Сулавеси. И у них тут построено несколько больших глобальных туристических маршрутов, которые они постоянно курсируют. Русскоговорящие туристы, как меняется, какая динамика по их приезду? Ну смотрите, давайте так, мы приехавших можем разделить на несколько групп, будем так говорить. А самая большая группа – это люди, которые живут в среднем здесь полгода. Типа зимовка, надоело, перенюхал где-то дома, все бросил, приехал восстановиться, с женой поругался и так далее, да? 100-500 причин. Так же, как все люди абсолютно разные, у каждого есть своя причина, почему он это делает. У многих это как бы ожидание и реальность, будем так говорить. То есть человек едет с одними планами, приезжает сюда. Я могу сказать точно, что ни один из тех проектов, которые я предполагал, здесь не то что не пошел, его даже не было смысла реализовывать. Но у меня реализовались абсолютно другие проекты, о которых я даже не думал. Потому что все-таки мы находимся, мы вот реальные антиподы. Вот Украина и Бали, наверное, это два разных конца земного шара. Абсолютно, они друг против друга находятся. Здесь абсолютно другой менталитет людей, здесь абсолютно другая культура. Здесь абсолютно другие у людей подходы к очень-очень многим вещам. Второй момент, очень серьезный. Большая часть людей, которые едут сюда, это жители городов. Мы живем в городах в Европе. Бали – это образцово-показательное село. Это не город. Деревни. Это все одна большая деревня, одна большая сплошная деревня. И взаимоотношения, вот как у нас, допустим, в Украине, взаимоотношения городского населения и сельского населения. Вот вроде как все украинцы, все хорошо, все замечательно, но вот иногда возникают какие-то моменты, особенно когда начинается бизнес, начинается полное взаимонепонимание. Вот особенно там, даже мы там знакомы по Буковелю, они с этим сталкивались, потому что местное население есть, они вот видят это годами сложившиеся какие-то вещи, и они не представляют, что это можно нарушить, это может быть по-другому. То же самое и здесь. Когда человек сюда попадает, он кроме всего вот этого вот такого щенячьего восторга, который он видит вокруг, когда он переходит к простым бытовым вещам, что надо что-то делать, за что-то жить, как-то работать, он сталкивается с огромным количеством реальных вещей, которые существуют в жизни и которые здесь решать не так просто, как казалось оттуда. Ну, первое – это визовые вопросы. Во-первых, все, кто сюда приезжает, по социальной визе или туристической визе, или бесплатной визе на 30 дней туристической, или еще по какой-то другой визе, но не рабочий, они не имеют права здесь работать. Дальше, иммиграция здесь работает. Подожди, и за это, по-моему, 3 года депортация, правильно?
это решает суд вообще, за что и как кто там работал. Иммиграция работает здесь и вообще службы достаточно четко, потому что, не забывайте, Бали — это большое село, здесь все друг друга знают, и вам кажется, что это такой остров, тут 10 миллионов людей, я тут растворился, ничего подобного. Вы живете в Банжаре, в этом Банжаре есть конкретно, вокруг вас окружают ваши соседи, у них прекрасная память. Первый раз я на Бали был в 2001 году. Я сейчас прихожу в Куту в японский ресторан. Бабушка, уже бабушка, она меня встречает и вспомнит мое имя до сих пор, хотя нас познакомили еще 10 лет назад. И это все, вы здесь абсолютно под увеличительным стеклом на виду, и здесь заниматься какой-то, будем так говорить, полулегальной деятельностью просто нереально. Дальше, по законам этой страны, Индонезии, даже если вы играете просто за донейшн на гитаре, сидя на улице, это является заработком. И за это депортация, не депортация, решение все равно суд выносит. Но иммиграция вас спокойненько возьмет и отправит вас в каталажку для разбирательств. Будет суд, и потом будут выноситься какие-то решения по этому поводу. Приведу такой пример. Приехали ребята, которые путешествуют без денег. Они путешествуют за счет того, что им просто дают какие-то каких-то денег, donations, да. Их точно так же иммиграция под белые руки отвела и сказала: ребята, вы занимаетесь попрошайничеством в данной стране. Это не заработок, это совсем другая статья, это попрошайничество. Ну, одним словом, есть целый ряд огромных всяких бюрократических моментов, с которыми тут художники опять. Ну смотри, попрошайки пришли, ходят, просят, белки просят, фазаны просят, все просят. Красиво, вот прямо здесь вот так вот и живут. Ну, еды тут хватает всем, действительно. В этом плане здесь, конечно... У меня вообще ощущение, что ты дерево срубишь, на месте его сразу 3 или 5 вырастет. Ну, во-первых, тут и рубить-то его особо не надо. Я скажу больше. Тут даже вообще, если ты ничего не будешь делать, вот здесь вокруг нас огромная, прекрасная, ухоженная территория. Если ее оставить на полгода и здесь не каждый день вот так вот ее не приводить в такое состояние, здесь будут джунгли. Настоящие джунгли, в которых проходить надо будет уже с мачете. Потому что мы здесь живем в джунглях, и они никуда не ушли. Они просто, постоянная с ними борьба за выживание дает вот этот красивый ландшафт. А так... Слушай, джунгли, скажи, питон к тебе куда-нибудь прилазил на твой домик? Прилазил, да? Большой. Расскажи историю эту. Да, история вообще простая очень даже. Я живу в гестхаусе, и утром мы обнаружили такого питона, который просто спокойно лежал в газебо и отдыхал. Что такое газебо? Газебо — это вот такая вот беседочка с крышей, вот, которая стоит рядом с бассейном. Сколько метров питон, или ты не мерил? Ну, у меня есть фотографии в Фейсбуке, в принципе, я могу это все, да, вам как-нибудь это самое. Скажи честно, очканул? Визуализировать. Нет, абсолютно. Ну, во-первых, у нас есть став. К нам пришли сразу наши индонезийские товарищи, принесли пакет от цемента и говорят: мы его сейчас, помогите нам просто, мы его сейчас спакуем. Вот что меня поразило, то что этот питон, в принципе, он небольшой, он был не больше 3 метров. Но 3 абсолютно здоровых мужика, вот таких как я, да, мы еле-еле его запихали в этот кулек, потому что это просто одна большая мышца. А он сопротивлялся? Он просто очень сильный. Я не мог понять, как человека может питон убить, потому что, ну, в принципе, он медленный. Но вот эта дичайшая сила, я просто понимаю, что если он тебя начнет обвивать, ты ничего не можешь сделать, просто ты не сможешь это кольцо разорвать никак. Вот, мы его аккуратно сложили в этот кулечек, вот, выложили, соответственно, в Facebook фотографии. Ровно через 20 минут прибежали наши местные соседи и говорят: что вы делаете, это священная змея, ее нельзя трогать. Мы ее достали обратно, показали, они говорят: а нет, подождите, извините, мы ошиблись, наша священная змея намного больше. И здесь у нас открылись глаза. Оказывается, за забором нашего гестхауса находится старое рисовое поле, посреди него стоит дерево, и на дереве живет 8-метровый питон. Точнее, это она. И туда весь Банжар ходит с церемониями, они приносят им жертву уточек, она ее кушает, и это их главная святыня и священная змея, которой они все поклоняются. И мы вот с этим кулечком торжественно вышли на это поле, выпустили его, ну, за длину этой змеи, она же лежит на дереве, скрученная в кольца. Я не ручаюсь, 7 метров, 8 или 5, я не знаю, но по толщине она, конечно, очень серьезно выглядит. И колец этих там большое количество. Я Серегу знаю уже 3-й визит, наверное, на Бали. Серега — это человек, который муж яванской целительницы, которая владеет древними знаниями Эви. Вопрос первый. Серега, что ты сюда вообще приехал реально? Слушайте, ну я сюда приехал абсолютно бесцельно.
Я сюда приехал, имея билет в один конец. Я был уставший, я был застрессованный, я весил 116 килограмм, у меня было давление 150 на 90, да. Я привожу себя в форму, я вешу 75-78, я могу отжиматься много раз. Твой родной город, ты сам откуда? Я из города Ленинграда, Санкт-Петербурга. Я там родился, учился и первый раз в жизни даже женился, я помню, было такое у меня в детстве. В общем, 6 лет назад с билетом в один конец ты прилетел на Бали. А почему Бали? Так получилось, это был не мой выбор, это, так скажем, был выбор Бога, наверное. Угу. То есть Ну, тебе кто-то подсказал, либо ты что-то начитался, ты хотел серфинга, климата, либо там место пребывания 90 дней, либо сколько, не знаю, либо дешево. У меня не было даже сил на то, чтобы изучить, чем Таиланд отличается от Бали и от Индии, от Гоа. Я был во Вьетнаме, я знаю Вьетнам, да, но вот я оказался на Бали, через полгода я был уже уверен в том, что это место особенное. Угу. Я не скажу, что я был в восторге. Картинка до переезда 6 лет назад, что ты думал особенно, и сегодня особенно? Сразу я скажу, что Бали это провинция Индонезии. А вот Индонезия лучшая лично для меня Это страна сейчас для или жизни сейчас. Хорошо, давай сначала до. Что ты думал? До я думал, что это страна третьего мира, где где американцы построили дорогие отели и делают деньги на туристах. Второе, то, что я там смогу ничего не делать, построить легкий бизнес и, собственно, проводить время на пляже с коконатом в руках. И последнее. И последнее, что здесь очень дешево. Ой, я прям знал, что будет про дешево. Давай с этого начнем. Здесь реально дешево сейчас? И всегда, и сейчас здесь не дешево. Да. Ты знаешь, я был здесь первый раз ровно 10 лет назад, было точно дешевле. Гораздо дешевле стоило все, и так много туристов не было, и не было этих пробок сумасшедших все время, и отели не были переполнены, и цены на фрукты, на массажи были в несколько раз дешевле. Сейчас, через 10 лет, я могу сравнить. Но если говорить о стоимости пребывания туристического здесь, да, она выросла, возможно, в 2 раза, да, возможно, там на 50%. Я не знаю, это бизнес туристический, мы его не касаемся. Давай вот составим этот топ-5, который на сегодня после 6 лет жизни. Вот твое, чтобы ты, как бы ты охарактеризовал Бали 5 пальцами. Номер 1. Номер 1. Бали – это очень странное место. Это место, которое, так скажем, заставляет тебя все время быть сфокусированным и думать о том, что ты должен соблюдать массу правил. Это шок для любого европейца, потому что европеец считает, что толерантность и основные общечеловеческие ценности, права человека, то есть частная собственность, вот, и прочее. Здесь это работает, потому что это часть древней культуры, и это этика владения землей, этика взаимоотношений с соседями, этика взаимоотношений в семье. Это важнее, чем закон, который называют вот лау, да, лау. Это просто, как говорят здесь, адат, так говорят вайнахи, так говорят армяне. То есть это такое старое слово, которое традиции и этика. Окей. Да. Слушай, хорошо, номер 2. Номер 2 это социум, опять же, социум и социум. Это социализация, то, что давно уже потеряно, то, что я не мог себе представить, что это здесь настолько важно. То есть это какие-то отношения... Семейные ценности. Семейные ценности номер 1, отношения с соседями и твое существование вот в этом большом социуме. То есть вот у нас есть квартал, у нас есть улица. Экосистема вокруг того, что ты живешь. Да, именно взаимодействие ячеек семей друг с другом. Как это... На все есть правила, которые нигде не прописаны, но все их знают. Если ты их не знаешь, ты виноват, уже виноват. 3 пункт. 3 пункт. Ну, давайте про деньги поговорим. Деньги. Вот люди стараются здесь делать бизнес по европейской схеме, конечно. То есть они тратят, вкладывают, инвестируют, как они говорят. Долго играют, что ли? Они стараются просто выстроить какую-то привычную для них систему, они натыкаются просто на барьер.
Друзья, мы с вами в Куте на территории заброшенного отеля, в котором живут серфингисты. И прямо сейчас пойдем познакомимся с Андреем, серфингистом, который уже 5 лет живет на острове Бали. Возьмем у него интервью. Алоха! Тебе можно? Привет, давай, заходи. Да. Привет! Привет! Здорово, бро! С Новым годом! Короче, мы в гостях у Андрея. Андрей у нас называется переехавший, да, 5 лет как переехавший на Бали. На самом деле я вот сижу у него здесь дома в апартаментах, и мне кажется, не просто переехавший, а переехавший и конкретно обосновавшийся, да? Да, ну, совсем корни пустил, если честно. Да? Я тут уже долго и думаю, и надолго, думаю, еще. Слушай, раз мы же у тебя дома здесь находимся, расскажи, сколько ты живешь в этом месте, насколько я помню, ты вообще прям сюда переехал сразу, сколько ты за это платишь, какую-то историю, почему живешь здесь, где это, потому что мы не знаем, кто где, мы находимся в самом центре Куты, вообще это лучшее место для серферов, наверное, где жить. Да, тут локация на самом деле моя связана еще, конечно, с местом для катания в Куте. Напротив отеля находится самый лучший пик, самая лучшая волна в Куте. Она интересна как для учеников, а я учу. И самому покататься тоже в прогноз достаточно прикольно, что перешел через дорогу, доска под мышкой. Ну, по-моему, это кайф. Ты здесь живешь 5 лет? Да, здесь живу Там в 5 этом лет. месте всеми 5 лет. Да, вот как сюда приехал, так тут и остался. А как ты выбрал это место вообще? Очень много русских серферов живет в этом отеле, опять же, потому что удобная локация. Кроме того, вокруг расположено несколько русских серф-школ и инструктора, чтобы далеко не ходить до работы. Раньше тут жили в изобилии, сейчас уже немножко подразъехались. Вот. Ну и друзья подсказали об этом месте. У тебя здесь сколько метров? Метров 20, да? Ну да, где-то так, в таком районе. Метр 20, то есть у тебя есть санузел, душ свой, у тебя есть вот эта комната, у тебя проведено сюда электричество, есть канализация, насколько я понимаю, правильно? Да, все тут есть. На самом деле это бывший лакшери-отель, которым не занимались уже много лет и не вкладывают в его развитие ничего. Ну, в общем-то, меня все устраивает. Мне главное, что рядом океан. Ну, ты приехал сюда за океаном. Да, только Это будет ради один волн. из следующих вопросов, мы об этом поговорим возле океана. Сколько ты платишь за это место? Я за это место плачу $150 в месяц. Всего лишь $150 Да, в месяц. это Для сравнения, вообще ни где о чем. живут другие серферы и сколько они за это платят? Ну, скажем так, снять дом более-менее неплохой стоит в районе $250. Это Азия. Конечно, можно снять и за $2500. Up to you, как вам нравится. Вот. Но, в принципе, по большому счету, комнаты везде одинаковые. Где-то может висеть кондишка, где-то может висеть плазма. Лично мне это абсолютно не нужно. Вот. Кому-то это необходимо. А интернет у меня мобильный, тут не проведен. Пошли, наверное, двигаться на улицу. Слушай, а ты живешь быстро или нет? Как ты сам думаешь? Я уже 10 жизней прожил, мужик. Да? Да. И хорошо, из них сколько ты прожил здесь? Как ты, как Одну. Здесь одна. Здесь одна? Это отдельная. Она началась на Бали, и она продолжается. Как правильно говорить, Бали либо Бали? Ну, у балийцев всегда ударение идет на последний слог. Бали. У индонезийцев Бали. на предпоследний, да? Ага. То есть на самом деле правильно и так, и так. Но больше, скажем, Бали. Потому что мы все-таки среди балийской публики живем и как-то адаптируемся под их язык. Блин, прикольно. Я раньше всегда говорил Бали, а теперь почему-то стал говорить Бали и не Кута, а Кута, ну и так далее. Скажи мне, как вот эти растения называются? Нет, Это цветочек называется франджупани и является символом Азии. Да? То есть, да, он для балийцев даже священный цветочек. Они во время церемонии вот так вот вставляют его за ухо. Ну и такой атрибут местной религии, это цветочек. Хорошо, а почему ты выбрал Бали? Почему ты приехал и остановился вот именно на Бали? Бали — это мекка серфинга, и здесь лучшие волны в мире. Когда-то прочитал фразу, она мне очень понравилась. Самый лучший сад волн расположен на Бали. То есть волны любого уровня, любого качества, любой длины. Это наш остров. Тут есть место для новичков, есть место для профессиональных серферов и очень-очень много красивых мест для катания, потому что
ну, как-то хочется кататься, чтобы эстетика тебя окружала. То есть голубая водичка, длинные волны, рыбки под тобой плавают, берег красивый, длинные пляжи. Слушай, а ты до переезда на Бали, давай здесь постоим, до переезда на Бали ты здесь вообще бывал или нет? Не был. Не, то есть ты вот взял билет в один конец? Приехал и остался. А сколько у тебя было денег, когда ты приехал? Достаточно был обеспеченный, потому что я закрыл свою станцию и школу во Вьетнаме. Закрыл или продал? Продал, что-то подарил, если честно. А вот бренд свой просто закрыл. И в общем и целом так особо не было никакой стесненности в средствах. Поэтому даже не брался за работу в начальное время. Исследовал остров, смотрел места для катания, как бы знакомился с людьми. Все делалось не торопясь и так, планомерно. Наслаждался. Сколько это длилось вообще? Ну, длилось, да, может это и сейчас длится. То есть а потом ты начал немножко преподавать, да? Да, я преподаю в удовольствие. Не хочу, чтобы это становилось Это рутиной. чувствуется. Когда делаешь то, чего поет твое сердце, тогда это приносит не только удовольствие, а еще и денег. Слушай, ну я к этому пришел, однозначная концепция моей жизни, только любимое дело. Вернемся к переехавшим. Половина живет полгода, да, а все остальные? Это, я говорю, не половина, это большая часть людей, они приезжают на полгода. Кто-то зимует, кто-то был какой-то у него план проекта, он приехал сюда, там или разочаровался, или он у него не пошел, или ему понадобилось еще дополнительные какие-то возможности, ресурсы и так далее, он уезжает и так далее. Но вот среднее пребывание здесь, особо большей части русскоговорящих людей, это полгода, 6 месяцев. Вторая категория людей, тоже достаточно многочисленная, это люди, которые нашли здесь работу по найму. Это став в отелях, гастролейшн, менеджеры по продажам, различные там, ну, в отеле можно найти очень много специальностей, где, если ты знаешь английский, очень важно знать еще и русский, потому что там, где русские туристы отдыхают, это важный момент общаться с туристами на их языке. Дальше, это инструктора в сюршколах, инструктора по дайвингу, они все инструктора официально по устроены? йоге. Абсолютно, потому что работать инструктором по дайвингу без китоса, то есть это рабочей визы, в этой школе, в которой ты работаешь, без оформления просто нереально. Вас поймает миграция буквально там в течение недели. Это страна с населением 275 миллионов человек. Какая-то часть людей задействована в промышленности. На сегодняшний день промышленность. Что такое, допустим, производство автомобилей? Это автоматы. Это на огромный завод, который выпускает огромное количество этих машин. Там работает 5000 человек. И здесь стоит глобальная проблема занятости этого населения, потому что 275 миллионов должны чем-то заниматься. Так вот, сфера услуг – это именно то место, где, как бы по мнению правительства, должны работать эти люди. Вот. Они так формируют свою экономику, чтобы 50% населения были задействованы в самозанятости и в сфере услуг. Соответственно, эти ниши они сильно защищают. Но здесь, ну, строителем ты тут точно не устроишься работать, если ты иностранец. Я говорю, дальше там гидом ты не сможешь работать. На всех каких-то там водителем такси, еще кем-то ты тоже никак не можешь. То есть просто китос вообще даже не предусмотрен под эту специальность. Чтобы получить рабочую визу, у вас должно быть предприятие, которое за вас пишет поручительство и, соответственно, платит за вас налоги, потому что там получается ситуация следующая. На каждого иностранца вы должны открыть количество рабочих мест для индонезийцев. Слушай, такой короткий вопрос. Тебе легче было делать бизнес в Украине, либо здесь, на Бали? Ну, как ни прискорбно, здесь делать его намного проще. Вот это легкие курильщика и легкие здорового человека. По поводу ведения бизнеса на Бали и вообще в Индонезии по поводу Украины. В Украине у меня было огромное количество проблем. И реально с приездом сюда я огромное это количество проблем я не то что решил, да, у меня их просто нет. Вот. Здесь нет проблем с финансированием проектов, потому что, ну, тут венчурный капитал очень хорошо работает, все вот эти схемы, тут люди заинтересованы вкладывать свои деньги в развитие какого-то бизнеса, и особенно если он немножко выходит за эти обычные схемы. Здесь нет проблем, во-первых, со стафом, здесь достаточно низкие для индонезов зарплаты, поэтому легко набирать персонал, они легко обучаются. Скажи вообще всем, какой у тебя бизнес, чтобы было понятно. Я говорю, я изначально занимался турами на мотоциклах. Здесь? И здесь в том числе. Вот. Сейчас у меня немножечко больше бизнес уже пошел
в сторону электронных продаж. Вот, всяких туров, там, ну, опять же, это туристическая ниша, но я больше, грубо говоря, делаю интернет-магазин экстремальных развлечений. Друзья, если кому-то будет интересно узнать больше об опыте Глеба, задать вопросы, возможно, сделать с ним бизнес здесь, в описании к этому видео будет ссылка на Глеба, скорее всего, на Facebook. Просто добавите его в друзья и напишите, зададите свои вопросы. Ну, проще писать мне сразу в личку, у меня там друзей, по-моему, максимальное количество. Просто пишите, да, я постараюсь всем ответить, да, буду рад. Ты когда ехал, у тебя же не то чтобы ожидание, какая-то картинка была про Бали. И что поменялось за эти 4 года? Ну, с точки зрения инфраструктуры, она на Бали постоянно улучшается, постоянно. И это чувствуется во всем. Даже 4 года назад, приехав там на Букит, половина дорог не имела просто ни тротуаров, ничего. Сейчас вот идет глобальная у них там реконструкция, строятся дороги, уже везде тротуары, вот эти вот арыки они все убрали в трубы, вообще там... Я вот в некоторые районы заезжаю, вообще не понимаю где, потому что настолько все изменилось именно в инфраструктурном плане. И это вот все везде по чуть-чуть. Скажи, сколько раз за 4 года ты думал все бросить и вернуться обратно в Киев? Нет, я ни разу так не Ни разу. А есть какая-то тоска, не знаю, там, по борщу, по салу, по друзьям, по зиме? Ну, не знаю, может, не патриотично, но я абсолютно не скучаю вот по продуктам. Местная кухня меня устраивает. Я как-то на нее полностью адаптирован, перешел, и мне здесь вообще очень все нравится. Друзья, абсолютно сейчас с помощью Фейсбука и других средств связи ты не теряешь друзей, ты с ними постоянно находишься в контакте. Вот даже вот мы с тобой общаемся. Да, ну есть видеосвязь, мы можем все время связаться, пообщаться, поговорить, обсудить какие-то детали. Новых здесь приобрел друзей? Огромное количество. Вы друг друга поддерживаете? Вот кто приезжает заново, например, первый месяц, полгода, есть такая вот поддержка какая-то? Мы же до конца все-таки не договорили по поводу людей, кто здесь находится. Вот я говорю, у нас есть одна категория людей, это полугодичники, которые на полгода приезжают. Это как с ребятами на спортивных мотоциклах. Говорят, что они так быстро меняются, что реально нет смысла с ними знакомиться. Вот. Поэтому эта категория людей, она как бы, ну, не со всеми ты можешь познакомиться, тем более, ну, Бали все-таки большой остров, здесь разные районы и так далее. Те, кто здесь работает, так или иначе, мы рано-поздно где-то пересекаемся, так как я в туризме нахожусь, и мы, мало того, что мы дружим, и мы знакомы, и мы говорим на одном понятном нам языке, мы еще по работе постоянно как-то так или иначе пересекаемся, и здесь возникают какие-то более устойчивые связи, и мы, в принципе, комьюнити, это оно более-менее сплоченное и коммуницирует друг с другом. И третья категория людей, она очень малочисленная, это те, кто сюда переехал, у них здесь есть бизнес, они уже занимаются бизнесом, и они твердо здесь стоят на ногах. Но мы, в принципе, все друг друга знаем, мы достаточно держимся сплоченно, поддерживаем друг друга, никаких вопросов нету, даже с теми людьми, которые потенциально являются нашими конкурентами. Дай совет, что точно не делать. Я знаю, что, например, за наркотики, наверное, не за употребление, а за распространение смертная казнь. Очень часто переодетые полицейские пытаются тебе продать грибы и марихуану. Есть еще какие-то вещи, там где-то обманывают тебя. Что лучше не делать? Вот точно, ребята, их не делайте. Ну, я буду, наверное, капитаном очевидность, но я скажу, что, ребята, не занимайтесь нелегальным бизнесом любым, не только наркотиками, и всем остальным тоже, потому что в данном случае, в отличие от Украины, здесь не порешаешь вопросы за деньги, и здесь работают спецслужбы, они это отработают очень четко, те деньги, которые им платят. Вот. С наркотиками абсолютно правильно, это не только Индонезия, вообще все азиатские страны очень жестко к этому относятся, и люди, попадающиеся на перевозки, их... Если им дадут 25-30 лет, какие-то очень большие сроки, они считают, что это им повезло. И был мой знакомый, который попался на этом. И он говорит, он хотел это сделать для того, чтобы открыть ресторан, потому что он повар. Вот, хотел осуществить свою мечту. Вот. А на самом деле теперь он сидит в тюрьме. И вообще еще суда не было. И вообще непонятно, чем это закончится. Он может еще и смертную казнь получить в результате. Вот. Что еще нет? Не работайте здесь нелегально, потому что это приведет рано или поздно к большим проблемам. Это по-разному может быть. Это может привести их к тюрьме, и к депортации, потому что, еще раз говорю, что все зависит от того, как суд квалифицирует ваши действия, потому что даже просто просьба donation у кого-то, ее можно расценивать как нелегальный заработок, а можно расценивать как попрошайничество, за которое идет уголовная статья. Более простые вещи и так далее. Не делайте
левые права какие-то, не делайте левые документам, которые здесь ездят, потому что соблюдайте закон. если вы едете просто без прав, вы получаете административную ответственность. Если вы подделываете права, вы уже получаете уголовную ответственность за это. Поэтому, ну, это простые вещи, что делать не надо. Вот. Ну и что? И самое главное, приезжайте сюда. Здесь вообще всегда солнце, здесь всегда одинаковая погода. Вот. День здесь абсолютно одинаковый, он 12 часов, в 6 утра встает солнце, в 6 оно садится. Здесь всегда есть теплый океан. Вот. Даже когда идет дождь и пасмурно, здесь все равно очень все лайтово, и здесь точно не холодно. Вот. Ну и здесь огромное количество улыбающихся людей вокруг, все отдыхающих и местных жителей. Ну, вот. Ну, одним словом, что в принципе во многом это, для меня так это такой рай, который вот реально на земле воплотился. С нами был бизнесмен, предприниматель из Украины Глеб, который 4 года уже живет на райском острове Бали. Глеб, благодарочка, было прикольно. Все. Номер 4. Твой номер 4 в списке 5, что ты думаешь о Бали, либо чувствуешь сейчас. То есть давайте про детей лучше. Давай. Да, многие мамы жалуются, что здесь сложно очень ребенка занять чем-то полезным. Ну, по крайней мере, до тинейджерского возраста здесь можно получать образование, это уже хорошо. Есть школы. Платно или бесплатно? Все за деньги. Бывает бесплатная школа начальная, да, то есть 3 класса, это называется АСД, это бывает для граждан Индонезии, бывают школы бесплатные, но это кому как повезло. И тоже школу тщательно выбирают, но важно, чтобы она была рядом с домом, то есть важно, где ты живешь, в каком районе, это уже так, знаете, как в Америке. Обучение ребенка здесь этому уделяется огромное внимание, то есть для этого... То есть с самого детства родители начинают копить, либо думать о том, как ребенок, какое Они просто должны обеспечить доход семье такой, который будет обеспечивать питание, транспорт и образование ребенка. Давай к 5-му пункту перейдем. Да, к 5-му пункту перейдем. Значит, про еду все очень просто, так это наверняка всем интересно. Да, чтобы для того, чтобы здесь нормально питаться и европейцу, и индонезийцу, кому угодно, то есть вам нужен... Здравствуйте. Да, вам нужен стаф. То есть вам нужны люди, которые будут работать в вашей семье. Работать? То есть Да. в каждой семье есть люди, которые работают, кормят, Да, что ли? Люди, которые будут покупать продукты, которые будут выполнять уборку. Вот, потому что если вы работаете, то убирать дом ежедневно 2 раза и готовить на всю семью, это уже... Сколько в твоей семье человек? В моей семье собирается, вот сейчас на каникулы собралось, по-моему, 7 человек. Учитывая, что у тебя 7 человек, сколько у тебя, скажем так, работает в доме? Если дом небольшой, то достаточно иметь одну помощницу, да, которая проживает в доме. Она будет присматривать за ребенком, она будет готовить, она будет убирать. Знаете, сложность не найти этого человека и не оплатить его, да? А сложность в том, чтобы принять это. У тебя 1 человек? Да, у меня Сколько один. ты платишь в У месяц? меня есть, конечно, стаф, который работает у Эви в центре, это другой. Они нам тоже помогают по бытовым вопросам, но человек, который постоянно занимается с Энджелин, человек, который работает у нас в доме, он получает небольшие деньги, $100, но он не несет никаких расходов, он находится на полном пансионе, и он получает тоже также развитие, и, возможно, там выучит английский язык. Это молодая девушка, ей 18 лет, да, то есть она, поймите, впустить человека в семью для европейца это очень тяжело. И когда у тебя в доме живет стаф, это накладывает определенное ограничение. То есть ты не можешь ходить в трусах вот так вот просто по кухне, потому что у тебя человек, он, конечно, член семьи, но не нужно его вгонять в краску, да, своими трусами замечательными. То есть тут этика проникает, вот даже ты ко сну отходишь, и ты соблюдаешь массу правил. То есть это как раз вот такая вот самодисциплина, и это саморазвитие для меня лично, я никому не навязываю. Ты, кстати говоря, здесь женат, правильно? Да, Официально? Официально. Кольцо надо носить? У нас исламский брак. Кстати, ты же еще принял мусульманство. Как давно? Алхамдулилла, я мусульманин, Так. я принял ислам, и то есть я шел к этому 4 года, я очень много читал, изучал, и я просто смотрел на людей, да. Понимаете, здесь нельзя быть атеистом просто по закону. Атеист – это преступник.
Интересно. То есть ты решил не быть преступником, либо ты по другим убеждениям принял мусульманство? Ну, я, так скажем, должен молиться Богу, потому что это вопрос выживания. Мы живем в агрессивной среде, у нас есть очень много друзей, но мы всегда испытываем негативную нагрузку, потому что к нам приходят больные люди каждый день. Естественно, кто-то что-то пишет в Фейсбуке, там мы иногда читаем. Для тех, кто не знает, у Сергея здесь есть бизнес, но мы назовем это бизнесом. Значит, его супруга Эви, она целительница, обладающими знаниями яванской народной традиционной медицины. Я лично являюсь ее клиентом, пациентом и так далее. Вот, уже в который раз приезжаю, поэтому, на самом деле, та причина, по которой знаю Сергея, то у них здесь есть бизнес. Подойти к бизнесу, скажи мне, тебя часто называют в интернете шарлатаном, приехал, женился и так далее. Как ты с этим справляешься и так далее? И есть ли у тебя с этим какие-то вот такие вот внутренние сложности? Не спишь ли ты ночью, отвечая кому-то в Фейсбуке? Либо да сам иди в жопу? Я спокойно совершенно перерабатываю те вещи, которые происходят в нашей жизни. То есть все, что к нам приходит, мы в любом случае этого заслуживаем. Я благодарен за это всем своим знакомым, друзьям или людям, которые пока что еще не стали моими друзьями. Также Эви очень им благодарна. Ну, это очень хорошо, что кто-то про нас что-то где-то пишет. Вот. Понимаете? То есть, когда человека не упоминают, значит, он не существует. Для тех, кто не знает, у меня будет два видео. Первое про традиционную яванскую медицину, мы прямо сейчас пойдем снимать. А второе видео про хиджама. Это у меня такие есть пятна на спине, вы увидите это в видео. Это тот самый детокс, который реально, друзья, вам раз в год необходим. Посмотрите это видео, узнайте зачем. Сколько стоит жизнь на Бали? Давай не... Сколько стоит купить дом на Бали? Давай так. Простые ответы для тех, которые вообще никогда не был на Бали. Сколько стоит жизнь на Бали? Хотят переехать, например, снимать, купить. Дальше, деньги же стоят получить гражданство, либо как можно жить. Да. Дальше, сколько здесь стоит реально питание, то есть сколько тебе минимум надо, сколько тебе надо на транспорт. Если ты обзавелся семьей, надо ли тебе вкладывать в семью какое-то наследство, нести, не знаю, как это приданное называется. Далее, если дети идут в садик, сколько денег. То есть очень коротко, но чтобы было понятно, ценник. Очень много дискуссий было в комьюнити живущих здесь экспатриатов, сколько же стоит жить на Бали. Вот я просто назову цифру. $700 ежемесячных расходов, не связанных ни с какими излишествами. На человека, либо на семью? На пару из двух человек, если есть ребенок, зависит от его возраста и расходов на образование. Два человека без учета расходов на ребенка, потому что это отдельный бюджет, у каждой семьи есть на это $700. Вот, зарплата здесь у шеф-повара, например, ресторана итальянской кухни 70-120 миллионов рупий. Есть люди, которые работают за зарплату 1,5 миллиона. Это пятерка. От 5 до 9 тысяч долларов. От 5 до 9 тысяч долларов. Здесь такие есть зарплаты. Поймите, люди, которые зарабатывают большие деньги, их можно встретить в 7 утра, в субботу на пляже, они бегут. Они заняты, они работают. Сколько зарабатывают в среднем балийцы, либо те, кто сюда переехал? Поймите, здесь работа по найму – это все-таки хобби. То есть работа по найму 3-4 месяца, полгода и потом отдых, потому что человек не будет себя вгонять в могилу, работая за $100-200. Поэтому они четко балансируют между уровнем зарплаты и реальной занятостью. Вот. То есть чаще всего люди, которые нанимаются на работу и соглашаются на зарплату в $100, $150, у них есть свои личные цели. Грубо говоря, простейшие цели, вот саморазвитие у молоденькой девочки. Найти мужа. А здесь присядем, Юля, тоже посидим просто. Красивый дом. Найти мужа, например, да. То есть, или там научиться получить профессию какую-то, да, например, то есть там выучить язык. То есть люди работают и в отелях, и так, то есть они работают на базовых позициях, работают как линейный персонал, они растут. То есть, например, батлер это человек, который менеджер виллы, он получает уже $300. И у него есть всегда побочный доход, он не ворует, но он получает комиссии с туристических услуг, которые он... Но при этом минималка $700, то есть он не дотягивает. То есть если он кормит жену, например, у него есть дом. Сколько стоит аренда жилья? Слушайте, меньше 5 миллионов рупий я не рекомендую снимать жилье.
лучше? В долларах это будет, значит, 450 долларов. 450 долларов, это 450. будет комната, апартаменты, Нет, вилла? это будет, либо это будет небольшой дом на территории 2 сотки, например. Да, то есть это небольшой дом? метр 100 квадратов, 1-2 спальни небольшие. Это utilities входят, то есть коммунальные расходы? Коммунальные расходы могут входить, но могут и не входить. Стоимость, если мы не говорим про бассейн, мы говорим, что дом без бассейна, то расходы на электричество порядка 40 долларов в месяц. Зависит от количества кондиционеров, тоже от лайфстайла. Если вы будете гонять кондиционеры круглосуточно, ваши расходы в 3 раза увеличатся. Короче, дешевле, чем 450, лучше не снимать. Чем местная еда отличается от той, к которой ты привык, не знаю, в России, например? Так я уже привык есть рис, а вот отличается в корне, то есть другие специи, другие соусы. Я в прошлом ресторатор, поэтому я другой терминологии не могу. Другие, собственно, продукты и другие условия хранения, и другой баланс закупочных цен. Тебе нравится еда здесь? Ты не Очень скучаешь? нравится. Мне вообще нравится любая еда, которая попадает ко мне на стол. Я очень благодарен всегда, что кто-то мне ее дает. Хорошо, скажи мне, ты гражданин какой страны? Я сейчас гражданин России, но я нахожусь в процессе получения индонезийского гражданства, и как мы это будем решать с Россией, я не знаю. Честно говоря, я не думаю об этом. Есть официальная процедура подачи запроса на гражданство, которая начинается с минимум 5-летнего пребывания здесь. Я уже здесь 5 лет, поэтому да, у меня есть, Хорошо, скажи мне, у меня есть марьяж, да, но люди, которые не имеют мужа из Индонезии, либо жены из Индонезии, они могут получить гражданство, просто они действительно должны показать, что они это хотят. Я знаю, мои друзья очень хотят быть гражданами Индонезии, они ими будут. Вот. Но это процесс, вы должны минимум 2 года здесь жить и не делать проблем, потом вы должны 5 лет получить вид на жительство и тоже не создавать проблем. Поймите, любой криминальный акт, какой-то скандал всегда ставит большой вопрос на вашем здесь пребывании и дальнейшем. Те, кто приезжает сюда вообще не получив гражданство, как долго они могут находиться на территории Индонезии? Да хоть всю жизнь, пожалуйста. Не выезжая? Нужно выезжать. Как часто? Ну, есть разные виды виз, да, то есть самая популярная виза – это социальная виза, которая оформляется на полгода. Есть там специальная процедура, этим занимаются агенты. Вот я всем рекомендую пользоваться агентствами, потому что это избавляет вас от недопонимания, ненужных вам контактов, и это не так и дорого. Вот, расходы на визу тогда будут составлять все равно на человека где-то $100 в месяц. Поэтому там 700. Месяц. Ну да, $100, потому что в пересчете на перелеты, на билеты, то есть куда-то вылет, влет. То есть мы считали долго-долго, когда нам было интересно, с точки зрения стоимости месяца пребывания с соблюдением иммиграционных правил, самый дешевый вариант – это Social Budia виза. Это социальная виза, которая оформляется с помощью агента очень просто, и в ней не отказывают. Если вы не бандит, конечно. 5 коротких советов, что делать, либо не делать тем, кто хочет сюда переехать, либо рассматривает переезд. 5. Очень коротких. Делайте это, не делайте это. Номер 1 – это социализация, это принятие этих правил, которые здесь существуют веками. Принимай культуру, приезжая, понимай правила вступать поведения. в конфликт. Это не с окружением, не вступать в конфликт. Это Уважай. просто сказать уважай. Надо еще понять как, потому что для некоторых здесь это оскорбление, уважение. Ты человека обнял, ты его оскорбил. Правда? Конечно, зачем вступать в физический контакт? Ну, это уже детали, да? Номер 2. Никакого криминала. Воровать нельзя, это плохо. Нехорошо нарушать покой соседей, шуметь ночью, это нехорошо. 3, еще раз я подчеркну, то есть не нарушай общепринятый уклад жизни. Если ты его нарушил, это уже преступление. 4. Будьте готовы нести расходы.
Потому что... Все думают дешево, но не все Нет, так дешево. друзья, то есть вы должны потратить 30 тысяч долларов, чтобы начать понимать, что здесь происходит. Это я знаю. 30 тысяч долларов нужно будет потратить, зачастую это будет вам казаться какими-то разводами, расходами, но вы потратите эти деньги. Это, может быть, вам кажется выброшенные деньги, но вы их потратите, поймите. То есть вот 30 тысяч долларов это просто выкиньте. То есть если вы там рассчитываете какой-то бюджет, положите сверху 30 тысяч долларов, это будет ваше обучение. Угу. И пятый, последний. Научитесь благодарить людей. Это, опять же, социализация. Будьте благодарны за все, что с вами происходит. Если вы будете жаловаться, ну, такие люди здесь тоже не нужны. Друзья, с нами был миролюбивый парень Сергей, который 6 лет назад переехал на Бали. И я так понял из вот этой вот беседы, то что он абсолютно ни о чем не жалеет. Я думаю, что и дальше жалеть не будет. Дай мне 5, Серега. Ты красава, молодец. Спасибо Оставайтесь большое. с нами дальше. Скажи, у тебя вот это вот, я просто был в Индии, я с этим знаком в гораздо больших масштабах. Я приезжаю, я не обращаю внимания. Ты обращал ли на грязь, мусор внимание? Что Бали это про мусор часто, особенно Кута в сезон дождей, это про очень мусор. Мы с тобой серфили в чем? В пластиковом супе. Тебя это как-то напрягало, или ты даже не замечаешь? А ты знаешь, Азия это вообще, ну, такая не супер чистоплотная территория. Что Вьетнам, что Таиланд, да где угодно. Кучки мусора вы встретите однозначно. Азиаты мусорить очень любят. Но, правда, они любят потом это все убирать. Да? Да, конечно. Байки, у тебя средство передвижения основное, это байк. Ты сам его купил? Да, один байк я купил, а один у меня в аренде. У тебя 2 байка. Да, у меня скутер и кроссовый мотоцикл. Ежедневное средство передвижения, это у тебя байк просто, да? Да, Куда идем? однозначно. Хорошо, а сколько стоит вообще байк здесь купить? Новый, БУ? Но если новый байк купить, однозначное условие, что должен оформляться на Индонеза. Сам ты не можешь байк купить в каком-то салоне. Единственное, можешь, конечно, с рук. Ага. Но техобслуживание, тра-та-та-та-тан, продление документов, все равно ты должен поддерживать коннект с Индонезом. А в общем и целом купить неплохой мотоцикл можно за 3000 долларов. Скутер обойдется где-то в 1500 Арендовать, если долгосрочно, где-то стоит $4 в день, правильно? Да, в районе $4 в день. Если в месяц, то сумма будет в пределах $50 в месяц. Ага. Ты хоть раз жалел о том, что ты сюда переехал? Вообще ни разу не пожалел. Была такая какая-то ностальгия, не знаю, по дому, по друзьям, по еще чему-то? Нет. Все мои друзья приехали ко мне на остров и периодически ездят. Я думаю, им очень приятно, когда приезжаешь в место, в котором ни разу не был, а там тебя встречает друг и показывает тебе много красивых вещей, которых ты бы так не увидел сам по себе. Тут комьюнити, я знаю, здесь очень много людей сюда реально переезжают. У меня вот ты и еще 2 людей, которые будут вот в этой большой передаче. Это Сергей, который организовал вместе с Эви центр яванской медицины, и Глеб, предприниматель, который тоже здесь не 1 год живет. Вон он гребет, Да. он, смотри, перегребает Во, волну. во, точно. Я его шорты знаю. Ну, мы все знакомы. И Сергей, и Вы Глеб, все знакомы, вы здесь конечно. дружите? Да, мы общаемся как минимум на воде, мы очень друг друга рады видеть. Вот, и всегда коннектимся, как минимум лучи света друг другу посылаем. Как много вообще из твоих знакомых уезжает? Все, они сдались, им надоело, и по каким причинам? Но, безусловно, кто-то уезжает, но большинство возвращается. Это знаешь, как ну, дела надо иногда решать в России. Что-то там накопилось, что-то уже заждалось. Или ну, навестить старенькую бабушку, да, допустим, вот у меня друг, он обязательно летает к бабуле на Сахалин, и все тут, ну что скажешь, все старенькое, надо навещать, полетел. Когда вернусь, не знаю. Но Вернусь, конечно, возвращаюсь. Манит, мне кажется, вот когда переехал, почувствовал определенную свободу, потом уже манит. Да, мне кажется, с одной стороны, есть день сурка, правда, есть же он. Встал, поел, покатал,
вернулся. Как вот не попасть в этот день сурка? И есть такая штука, что на Бали нельзя строить планы. Остров с каким-то своим характером и своими сюрпризами. Уже, я однозначно убедился. Одно дело там составлять график тренировок, а другое дело вот прям там завтра туда, послезавтра туда. И рутина, она же, в принципе, те же самые планы, да, но как-то идущие несколько однообразно. Так вот, остров приносит свои сюрпризы. Если ты думаешь, что сегодняшний день пройдет так же, как вчера, то поверь мне, он так не пройдет. Это еще зависит, конечно, от внутреннего твоего настроя, от свежего взгляда на жизнь. Можно житье где угодно превратить в рутину и в скукоту. То есть тут даже дело не в острове и не в городе, и не в Москве. И в Москве можно жить прекрасной, разнообразной жизнью. И в Денпасаре можно также. Не важно место, важен ты в этом месте. Суть в том, что куда бы ты ни приехал, ты привозишь туда себя, правильно? Конечно. Да, поймите, путешественники, вы везде привозите всегда себя. Если вы на что-то жалуетесь, вы жалуетесь на себя. И ты, когда ехал сюда 5 лет назад, ты думал, что Бали это вот такой остров, он таким же остался? Я могу рассказать, как я сюда ехал и почему я ехал сюда так долго. Давай. На самом деле жил во Вьетнаме в очень туристическом месте, где тоже поток туристов, рядом волнишки, море, красиво, природа. И уезжая со Вьетнама, я ехал не на Бали, представляешь? Я ехал в конкретную опу мира, на Филиппины. Хотелось, наоборот, приехать туда, где не будет людской вот этой вот давки и разряженного чего-то природного хотелось. Филиппины не понравились, выбора не было, поехал на Бали. Считаю, что куча, давка из тел, из публики, и кататься тут невозможно, потому что в воде только одни серферы, и их больше, чем волн. Да, были заблуждения, прошел через них, безусловно. Кута, туристический центр, да, людно. Кто бы говорил, но я живу в Куте. Я как сюда приехал, так и остался. Не надо вешать какое-то общее клише на место. Например, Кута – это куча народу. Ты видел, как я живу абсолютно медитативно, ни звука, кругом природа, пальмочки, деревья, бунгалка, моя собака. Очень уютно и тихо и мирно. Поэтому везде можно сделать свое открытие в любом месте, считая его людным. Ты найдешь безлюдное уединенное местечко там. Например, Семеньяк считают дорогим районом. Пожалуйста, у меня там друзья живут в прекрасных местах, платя небольшие деньги, ни за еду, ни за жилье, ни за что. Ярлыки. Ну да, всю систему убеждений и ярлыки. Давай дадим каких-то советов тем, кто сейчас сидит где-то в офисе, у которого болит, наверное, его заднее мягкое место, который сидит и, знаешь, вот состояние такое по-английски undecided, то есть он уже вроде как готов, но еще не может. Представь, что это ты правда, в офисе сидел всего год, по-моему, да? Да, было вот. дело. Ну как вот кого-то можно подорвать, чтобы они знаешь, финальный триггер. Иногда надо делать какие-то вещи без подготовки. Например, есть время, купил билеты и полетел. Как я летаю по странам, да? Проверяю, что я забыл, что не забыл. Так, паспорт взял, деньги взял, доску с собой взял. Если что-то забыл, да пофигу, я полетел. Главное со мною, остальное все по боку. Вы также берите чемоданчик, плавки, шорты, сланцы, полотенца. Остальное все будет. Не забывайте, это Азия, тут все дешево. Можно пойти в дорогой торговый центр и расчехлиться. Можно пройти за угол бабули и купить все за 3 копейки. Тут ничего не нужно. Вам нужна легкая одежда, новые знакомства. Немножко денег. Хорошая погода, да, и немного денег. Мне кажется, самое главное еще настрой и доверие жизни. Конечно, конечно. Место само по себе, Бали, очень позитивное. Френдли атмосфера, дружественные ребята. Серферы, они вообще жгут. Как же у нас сгорела попа. Да, смотри, какие девчонки.
Привет. Алоха! Алоха, это привет по-гавайски. Алоха. Ну, девчонки, да, сгорела попа. Она больно, знаешь, как у этой попы. Вот если вы сидите где-то в офисе и хотите, чтобы у вас ваше место, которое вы просиживаете ежедневно, вот так же сгорело, как у девчонок, берите билет в один конец, приезжайте с утра. Ссылочка на Андрея, если хотите научиться серфингу, сделать это недорого, будет обязательно в описании к этому видео. Андрюха, я тебе благодарен, это офигенно позитивная беседа, да, я тебе, бро, вот так сделаю и обниму тебя. Все, мужчина, молодец. Друзья, я благодарю вас за то, что досмотрели это длиннющее видео до этого момента. Обязательно посмотрите к описанию к этому видео. Скорее всего, я буду чего-то разыгрывать. Возможно, я уговорю этих ребят, которые были героями данного выпуска, тоже чего-нибудь подарить. Если вы собираетесь на Бали, может быть, получите бесплатный урок серфинга, какой-нибудь массаж от Эви, либо какую-то консультацию, либо тур от Глеба. Поэтому не забываем подписываться на мой канал. К каждому видео у меня есть какие-то интересные розыгрыши. С вами был бывалый путешественник Андрей, который инвестирует свои деньги и время в эмоции, в путешествия. Пока!